Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Leste Games. И не просто обзор, а мы сегодня рассматриваем прем-танки 8-го левела, которые наиболее лучше подходят для фарма. И вот на обзоре у нас сегодня Бизон CS45, поскольку я считаю, что эта машина хорошо заходит, у нее много преимуществ для фарма. Вот, и полноценный также и гайд и обзор по этой машине. И прежде чем мы продолжим, конечно же, прожми лайк, подпишись на канал. Ну а мы с вами начинаем. Бизон CS45, итальянец, тяжелый танк, 8 левел, прем. И начнем, конечно же, мы наш гайд и обзор с бронирования этой машины. Погнали. Итак, Collision модель нашего Бизона. У нас куча экранов на ВЛД, экраны у нас есть на башне. Это противокумулятивные экраны, что помогает, так сказать, этому танку подольше жить. Ну и давайте смотреть. НЛД у нас такое закругленное. Ну и давайте с самого низа. 56, 116, 116, 118. Конечно же, ослабленная деталь корпуса машины, ну, это НЛД, у большинства танков бывает такое, да, и здесь, кстати, брони, конечно, очень мало. Теперь касаемо ВЛД. Центральная часть за экраном 219, 211, 207, 205 и система пишет рикошет. Здесь то же самое, рикошет, 114 рикошет. Вот есть места между экранами, 187, здесь 218. Вот нижняя часть ВЛД против танков ИС-5, ИС-6, Крайслер очень даже крепкая, если мы говорим про обычные типы снарядов. ВЛД, в принципе, верхняя часть уже крепкая практически против всех тяжелых, средних танков. На самом деле здесь мы можем даже рикошетить очень даже серьезно. Люк мехвода 438, переходим плавно к башне. Значит... Вот здесь маска орудия 226, 217, 256, 400, здесь 350. Щеки у нас, в принципе, тоже неплохо зашиты, 244 вот эти. Эти кривые вообще там по 300. Верхняя планка, вот это. Смотрим, ставим танк. 240. 192 рикошет, 192 рикошет. Итак, с броней башни с корпуса разобрались. Давайте смотреть боковое бронирование. 75 миллиметров, и в принципе для 8-го левела у нас прямой борт. Вот, говорит о том, что в принципе он будет очень хорошо танковать от борта, и это действительно так. Главное не перекручивать. Вот перекрутили, но пока еще система пишет рикошет, здесь уже нет. Поэтому ставим нормальный угол, за счет рикошета приведенной брони оттанковываем. Еще раз, ребята, неплохой ВЛД, хорошая, достаточно защищенная башня. Ну, есть места уязвимые, но их очень мало. Так, господа, с броней разобрались. Броня, в принципе, учитывая, что у танка есть УВНы, да, они здесь есть. Достаточно неплохие. Вот, можно, так сказать, играть от брони, что от борта, что от башни. И это уже плюс, опять же, для фарма. Теперь, что касаемо орудия. Пушечка у нас 9-го левела, на танке 8-го левела. Альфа 360, не 390, но у нас барабан на 3 снаряда. 218 пробития на основном, 270 на голде. Но поскольку сегодня у нас обзор про фарм танка, естественно, 218, не сказать, что прям жир, но от барабана отыгрывая правильно, да, используя эту машину, в принципе, можно неплохо даже настреливать. Точность 0.42, точность обычного тяжелого танка, время сведения 2,7 секунды, учитывая, что время перезарядки между снарядами в барабане 3 секунды. То есть, в принципе, все соответствует. Вот. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке качаем вездеходную ходовую, в четвертом отстройку параллакса и в пятом звукоизоляцию. Вторым слотом рекомендую взять мобильность. Я вообще в последнее время на тяжелых танках стараюсь ездить с турбиной, чтобы танк был подвижный, чтобы успевать настреливать, чтобы комфортно менять позиции и все такое. Вот, по оборудованию закалка турбина стаб. Вот, по снарядам. Основной ББХ летит у нас 1155, и это очень хорошо. Голда Камуль летит 800.
Ну, вот кому летит медленно. По снаряжению: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, 4 члена экипажа, перки наблюдайте перед собой в таблице. Что касаемо огневой мощи, как я уже сказал, у нас есть УВН комфортный, минус 10. И это очень важно, чтобы, ну, карты разные попадаются, городские, где мы можем от башни играть, да, и рельефные карты. И эта машина, этот тяжелый танк с барабаном, позволяет играть, опять же, от башни и от УВН. Минус 10. Это комфорт. Вот при таком экипаже, при такой сборке оборудования, точность у нас улучшилась уже до 0.38, ДПМ 2000, время сведения 2.66. Вот, заряжается у нас, конечно, полная перезарядка барабана 41.25, что достаточно долго, но, в принципе, играбельно. Вот, по ХП у нас 1590, не самый жир, такой средний параметр. Вот, по мобильности на турбине 55 вперед, 18 назад, почти 14 лошадей на тонну. Конечно, если менее 15 лошадей на тонну уделка, мы максималочку свою достаточно медленно набираем, и здесь как раз это присутствует, но все-таки 55 у нас есть. По обзору 396 метров, стандартный параметр тоже. Вот. Я считаю реально, что Бизон очень хорошо заходит для фарма. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, что он способен, играя только на бронебойных снарядах, без голды. Погнали. Так, господа, обзор боем Бизон С-45. Один из неплохих, прям реально, танков для фарма. Мы сегодняшний бой будем смотреть, как этот танк фармит, соответственно, на голде стараться будем не играть. Вот, попали в сета против девяток, и вот мы как раз проверим-то и Бизона, как он без голды себя чувствует в боях против себе подобных восьмых левелов, ну и, конечно же, как он против девяток будет воевать. Хотя девятка здесь, по сути-то, одна. Объект 777, 3 топора напротив. Все, заряжаем обычные снаряды, ББхи. На турбине, кстати, нормально. Разгоняется. Ага, видно, где у них два тяжа играют на углу. Странно, что здесь пока никого нету. Очень странно. Наших надо поддержать. Свертухи ему. Хорошо. Хорошо. Так, косарь дали. Заряжаем барабан. Так. Автовод засветился. Так, забили кабанчика. Хорошо. Чуть-чуть подсветили.
Заряжаемся, едем на 56 ТП. Такой турбослив у врагов на самом-то деле. Заряжаем до упора. Ну, 2 барабана. 2 снаряда выдаем сейчас. Уже не выдали, едем дальше. Так, 1600 настреляли. Прям враги. Ну, ребят, счет 11-0. Ну, вы понимаете, они у нас даже треть хп не сбили с команды, с нашей. Ну, вообще даже, ну, пострелять не получается. Я только башни кручу, все разлетаются в щепки. 13-0. Турбослив прям жесткий. Нам бы Декари бы успеть ей попихать бы, было бы неплохо, барабан бы влить. Если она, конечно, упарываться не будет. Дура это. А вот это мы не попали, это плохо. Закроем ее. От наших же нет, не получится. Ну, 2300 дали, 209. Ассист у нас вот насветили, я так понимаю. Давайте глядеть, что мы заработали. 2 фрага у нас. Ну, я старался, но счет 15-0. Враги растаяли просто вот. Как, кстати, бой, когда у врагов турбослив. Мы на танке, без голды. Что успели, настреляли в турбосливе у врагов. Посмотрим, что мы заработали. Давайте глядеть, что мы там подняли по серебру. 172 тысячи начислено. У нас 2-е место по урону. У нас чистыми, ребята, вот смотрите, 172 начислено, когда вы играете на бизоне без голды. Вот, 172 начислено. 161 тысяча чистыми. Это все в копилку. 161 тысяча за бой. Вполне себе можно. Хотя настреляли прям не ах как много. Не ах как много. В турбосливе разве успеешь настрелять? Вообще танчик очень хорошо заходит для фарма серебра. На мой взгляд, один из лучших танков. Да, у него не самый топовый коэффициент фарма по серебру. Это вам не лев, но там в сравнении со львом у нас есть хорошая подвижность. У нас есть барабан. Лев медленный, да, бронированный. Альфа у него нищая. И там на льве тяжело достаточно сейчас фармить. Бизон, мне кажется, вообще тяжелый танк. Вы постоянно в упоре. Вы постоянно настреливаете. У вас барабан. Пожалуйста. Да, против десяток на нем будет тяжеловато. А на какой 8-ке прем будет легко играть против десяток, когда будете попадать. Но против 8 и даже против 9 этот танк себя достойно чувствует. У нас УВН, у нас броня, у нас барабан. Так что, ребята, рекомендую. У кого получается фармить на бизоне, конечно же, пишите свои комментарии под видео. Как по мне, полная годнота для фарма серебра. Вот. Прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал. Ну и я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.